Проживание в частном доме предполагает, что еда должна здесь быть вкусной, обязательно полезной, экологичной. Ранее я рассказывал, как приготовить вяленое мясо в домашних условиях. Ссылка будет где-то здесь. А сегодня я расскажу, как приготовить домашнюю ветчину. Для этого в мясном магазине я покупаю рульку, или она еще называется бульонка. Стоит она недорого, примерно 120 рублей за килограмм. Мою ее в холодной воде и немножечко скоблю ножиком кожечку. Кроме самой рульки нам еще понадобится чеснок, соль, перец черный молотый, мускатный орех, паприка молотая, лавровый лист, ну и какие-нибудь итальянские травы. Еще нужна пищевая пленка или рукав для запекания. Теперь я выделяю кость из мяса. Это самый утомительный процесс. Кажется, что полжизни уходит на это, но по факту получается 3-4 минуты. Когда кость отделена, нужно отделить шкурки и всякие болтающиеся жилки. Потом я начинаю смешивать специи. 2 чайных ложки соли с горкой. Паприка молотая 1,5 чайных ложки. Мускатный орех 1 чайная ложка. Перец черный молотый 1 чайная ложка. Далее идут 5-6 зубчиков чеснока. Чеснок можно давить на чеснокодавилке, но я предпочитаю старый дедовский способ зубрежки чеснока мелкими кусочками. Перемешиваю смесь специй и выкладываю ее на мясо. Далее из получившегося куска формирую некий рулет. Перевязываю капроновым шнуром. Можно сделать обычной ниткой, но это неудобно. Затем закладываю мясо в рукав для запекания. Лавровый лист кладу сверху. Это делаю специально, чтобы потом его можно было удалить, и он в процессе еды не попадался. Снова перематываю все туго капроновым шнуром. Потом получившаяся колбаска попадает на 24 часа в холодильник, чтобы замариноваться. После суток в холодильнике закладываю колбаску в холодную воду и ставлю на газ. Теперь ее нужно варить 3 часа на медленном огне. После варки нужно слить воду. И охладить нашу ветчину холодной водой. Воду лучше поменять несколько раз. Я меняю 3-4 раза. Теперь отправляю снова в холодильник. Чтобы жир не застыл, рекомендую сразу помыть мойку теплой водой с чистящим средством. После 3 часов пребывания в холодильнике имеем вот такую красоту и вкусноту. В заключение пару слов об экономике процесса. То есть для того, чтобы приготовить килограмм ветчины, нужно затратить около 300 рублей. 40 рублей это специи, все остальное это мясо и аксессуары немногочисленные. Бульонка, которая весит 1300 грамм, дает на выходе 600 грамм готовой ветчины, то есть это уже сухой продукт. Я не добавляю нитритную соль, меня попросили ее не добавлять, можно еще нитритки чуть добавить, чтобы усилить вкус и усилить розовый цвет. Но цвет и без того хорош, а вкус без того вкусен. Готовьте в удовольствие. Лайки, подписки.